В дополнение к 3 видео от вооруженных сил США, где отчетливо видны неопознанные летающие объекты, от военных прилетело еще 4 случая наблюдения НЛО. Те 3 видео у меня на канале уже есть, ссылка в описании этого ролика. А прилетели новые видео от военных из-за выступлений в Конгрессе 36-летнего Дэвида Груша, бывшего сотрудника Национального управления военно-космической разведки США. Я делал ролик с его выступлением, где через субтитры вы можете услышать все, что он хотел донести до общественности. Если кратко, то Груш утверждает, что с 2019 года он участвовал в работе секретной государственной комиссии по изучению неопознанных летающих феноменов, а затем в течение нескольких месяцев был одним из ее руководителей, и что в его работе полно и контактов, и наблюдений, и технологий от внеземных товарищей. Но этот выпуск не про ту бюрократию, что началась после его выступления, а о тех видео от военных США, что были по указанию Конгресса переданы конкретным группам для анализа. 15 января 2023 года разведывательный ударный беспилотный летательный аппарат МК-9 Reaper заснял это видео в Южной Азии во время записи брата-близнеца. После анализа видео появилось утверждение, что это пассажирский самолет, но военные дали свои комментарии, что это видео не случайно попало в их каталог с фиксацией НЛО. И никакие пассажирские самолеты рядом с БПЛА не пролетали. Как и оператор, так и автоматика БПЛА прекрасно может определить, самолет это или нет, но ни от оператора, ни от оптической системы утвердительного ответа по наблюдению самолета не было. Июля 22 года уже известный нам ударный беспилотник МК-9 Reaper, осуществляющий наблюдение в Ираке, заметил шарообразный объект, который двигался по прямой на юг. Объект не классифицирован военными, и что заснято на видео, никто понятия не имеет. Рядом с военной базой США, где-то на западе штатов, инфракрасная камера заметила 3 объекта. Автоматическая система взяла их на сопровождение и выдала сигнал оператору, который и осуществлял дальнейшую корректировку съемки. Те, кто анализировали запись и сопоставляли данные, пришли к выводу, что это самолеты. Ничего другого же быть не может.
Но никто не читал комментарии от военного, который в рапорте указывал, что объекты наоборот не похожи на самолеты. Их движения были слаженными, а форма одинаково овальная. Учитывая, что поймала объекты автоматическая система наблюдения, то если бы это были действительно самолеты, таких инцидентов было бы несколько в течение дня. Но этот случай больше не повторялся. А вот это видео позволило нам увидеть тот же объект, что и во втором ролике. Мне кажется, они похожи. Пилот истребителя сказал, что неопознанный объект летел в том же направлении, что и он, и в какой-то момент НЛО начал сбрасывать скорость, тогда пилоту и удалось его обогнать. Больше никаких комментариев нет. После выступления Груша пошло ускоренное движение по выделению денег на анализ таких видео. В одном из будущих роликов я расскажу об этом подробнее и о том, о каких еще случаях наблюдения НЛО было сказано в Конгрессе США. Красавец, если досмотрел до этого момента, большинству просто по барабану. Покажи свою активность лайком и подпиской. Дальше интереснее.